Ребята, всем привет! А сегодня я буду строить очень редкую на сегодняшний день модель на территории Российской Федерации. Это танк Т-44М от фирмы Миниарт в 35-м масштабе. Эта модель у меня будет очень необычной, так как я ее дополню, например, такими деталями, которые я сама распечатала на 3D принтере. А также я ее представлю в очень необычном конечном результате. Итак, поехали! Я начала сборку танка Т-44 от Миниарта, и у меня возникли некоторые вопросы к интерьеру. У меня, во-первых, есть книжка про этот танк. Она выглядит именно вот так. И удивительный факт об этой книжке, что вот почти больше половины посвящено танку Т-34, а не 44. Но его модификациям вплоть, как его эволюция Т-34 в Т-44. У меня возник вопрос вот к этой детали. Это головка блока цилиндров, и она имеет лючки. И мне почему-то казалось, что она их иметь не должна. И действительно, на Т-44 таких лючков нет, потому что это послевоенная машина. Но оказалось все намного проще. Я собираю модифицированную версию танка Т-44, и ее очень легко отличить. Во-первых, по вот этой вот звездочке, ведущей у танка. У Т-44 обычной есть, как правильно назвать, ведущее колесо, наверное, ведущий каток, у которого зацепы шли посередине. И двигали гусеницу такого образца, которую ставили на Т-34. Но у меня в данном примере это будет Су-100. У Су-100 база Т-34, и видите, у нее ведущее именно колесо. И внутри там такие, как штырьки, которые цепляются за вот эти гребни и двигают гусеницу. Тоже такое интересное инженерное решение, которое еще идет от танков БТ, которые, в свою очередь, ведут историю и, родословную от танков Кристи американских. И просто вот такое конструкторское решение кочевало от танка к танку. И в Т-44, модифицированном М, появилась впервые вот такая звездочка. А купить модели от Миниарта, а вернее остатки того, что еще не успели раскупить, можно в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что они осуществляют бесплатную доставку при заказе от суммы 2000 рублей. А используя этот промокод, при первом заказе у вас будет скидка в 500 рублей. Ссылочка на магазин на промокод есть в описании к видео. И двигатель у Т-44М тоже модифицированный. И в дальнейшем эти двигатели ставились на танке Т-54. К сожалению, в книжке нет фото двигателя, но если вы поищете в интернете двигатель Т-54, то вы увидите как раз именно вот этот двигатель, который стоит в этой модели. Но еще у меня возникли вопросы именно к модели Миниарта, потому что она не имеет, например, в своей комплектации никакой-либо трансмиссии, никакой-либо системы охлаждения и чего-то технического в этом отсеке танка. Это очень странно. То есть ни в инструкции, ни на литниках нигде нет этих деталей и не предусматривается набором, что, мне кажется, нелогично. Зачем тогда вообще ставить двигатель в этот отсек? Можно было бы вообще просто закрыть крышкой и сказать, что у нас танк просто с интерьером, но без трансмиссии. Не знаю, странное решение у Миниарта по этому поводу. И также у меня возникли вопросы к месту водителя. Как видите, здесь ничего нет, и по инструкции тоже. Даже нет ни кресла, сидушки, никаких рычагов, никаких, как правильно сказать, индикаторов, потому что у водителя же как минимум давление в масло и разные датчики, показывающие состояние двигателя и машины в целом. В общем, очень странное решение у Миниарта. Вот так вот выглядит полный интерьер танка. Конечно, посмотрю при сборке башни, как он будет дальше выглядеть, но пока я недовольна этим набором. Просто ощущение у меня вызвало недополного интерьера танка. Он есть и его нет. Довольно странное решение. В отличие от своего собрата, модели танка Т-54, который я собирала осенью прошлого года, с моделью Т-44 особых проблем не было, и подгораний пятой точки во время сборки на удивление не возникло, что довольно странно.
Модель собиралась очень быстро, и членения на детали были вполне адекватными, на мой взгляд. Я даже получила удовольствие от работы над этим танком. Особенно было любопытно строить интерьеры и сравнивать наполнение модели с реальным прототипом по фотографиям. И, собственно, мои соображения вы могли услышать в начале этого видео. А после частичной сборки я принялась за грунтовку модели, и тут я буду использовать грунты двух цветов – черного и серого. Черным грунтом я покрою днище и нижнюю часть танка, например, ходовую часть, а серым грунтом будет покрыта корыто интерьера, башня и верхняя часть танка. И в этой работе я буду использовать грунты от фирмы Gemscale. Серый грунт мне очень понравился, а вот оттенок черного цвета отдает некоторой синевой. Но ложится на пластик он очень даже хорошо. И я очень рекомендую подписаться и на мои другие ресурсы, например, на Дзен, где выходят видео и статьи, которых нет на других площадках. А в группе ВК можно поделиться своей работой и услышать критику. Благодаря Телеграмму вы не пропустите ни одно мое новое видео. После того, как грунт нанесен, настало время покрыть интерьер танка в базовый цвет, а советская бронетехника изнутри красилась в серо-голубой цвет, и вообще интерьер любой военной техники, у которой нет окон, красится в светлые оттенки, чтобы те крупицы света, исходящего от тусклого освещения, как можно больше отражались от поверхности внутританкового оборудования. И любопытно, что для окраски интерьера танка тут отлично подошел цвет из набора красок для советской авиации от Gemscale. А еще я хочу сказать большое спасибо зрителям, которые поддержали выход этого видео. Поддержать меня можно через сервис Boosty или же при помощи функции спонсорства в YouTube. После того, как основной цвет интерьера высох, я принялась за окраску более мелких деталей. В частности, мне необходимо покрасить двигатель. Большая часть его не будет видна, поэтому я окрашу его в сборе. По сути, мне нужно подобрать цвета для крышки блока цилиндров и покрасить выхлопную систему. И обратите внимание, что на Т-34 двигатель располагается поперечно относительно продольной оси танка, и выхлоп уходит в бок, как это сделано у всех послевоенных танков, таких как Т-54, Т-62, ну и дальнейших итераций. Также у танка Т-44 отсутствует архаичная пружинная подвеска. У танков Т-34 опорные катки крепились к пружинам, которые прятались в специальных кожухах внутри боевого отделения. Это решение заметно съедало внутреннее пространство и шло еще от танков серии БТ, которые, в свою очередь, унаследовали подвеску от американских танков конструкции Кристи. У танка Т-44 уже торсионная подвеска, то есть упругость обеспечивают длинные ломы, которые скручиваются и раскручиваются в процессе движения танка, и они занимают меньше места внутри танка и проходят через все днище машины. Ручному окрашиванию подвергнутся диски для пулемета ДТ и боеукладка, которая находится рядом с водителем, и любопытно, что водитель еще рядом не только со снарядами, но и с топливным баком. Также покрашу колонну пулеметных дисков. Эта конструкция мне чем-то напоминает стойки для CD-дисков, которые были популярны лет 20 назад. А теперь я окрашу огнетушители. Из аэрографа я их окрасила в красный цвет, а сейчас кисточкой в черный я покрашу распылители и прочие детали. Окрашу снаряды, которые потом будут располагаться на бортах интерьера танка. Я предварительно из аэрографа покрасила их в медный цвет, и сейчас окрашиваю крепление и заряд снаряда. А в свете последних событий очень любопытно наблюдать за работой фирмы Miniart. И по понятным причинам они не очень жалуют свою российскую аудиторию и за что получили долю хейта. Но тут вдруг я очень неожиданно для себя обнаружила, что их страничка в ВК, кстати, запрещенная на территории Украины, вполне себе полноценно живет, и киевляне регулярно публикуют свои анонсы, называя российскую публику друзьями. Это что, зрада или перемога? Или же деньги не пахнут? Капитализм, счастье, ну и так далее по тексту. Настало время заняться 3D-печатью, и тут и начинается самое интересное. Я буду делать очень необычную версию танка Т-44. Эту модель я делаю на заказ, и заказчик оказался очень специфичен и требователен к модели. Во-первых, у меня должен быть образец со 100-мм пушкой, а у стандартного Т-44 пушка и башня такие же, как у стандартной Т-34-85, то есть орудие калибром 85 мм. А 100-мм орудие длиннее, и внешне у него заметен дульный тормоз, так что мне предстоит использовать 3D-принтер для печати ствола. И для этих целей я использую свой 3D-принтер от Anycubic, и вы могли видеть его в других моих видео. Печатать ствол было не лучшим решением, так как если же его располагать под углом в 45 градусов, то на нем будут оставаться следы крепления поддержек, а ствол должен быть идеальной цилиндрической формы, а смола осаживается на деталях так, что остаются видимые бугорки, и я приняла решение напечатать ствол вертикально. И это долго, но зато у меня не будет проблем с поддержками, и ствол будет идеально ровным.
А пока ствол для танка печатается, я хочу придать объема интерьеру танка, ведь мне его скоро потребуется закрыть малярным скотчем для последующей работы над танком. И я залью интерьерные детали черной смывкой, немного разбавленной, и особо не буду ее вытирать. Так я придам внутреннему убранству танка небольшой неопрятности. А также в свете всего этого срача очень любопытно заявление моих польско-британских коллег о безусловной поддержке Украины. И причем забавно, что они, имея большой медийный ресурс, так и не показали ни одной модели от Миниарта, ICM или же другого любого украинского производителя за этот год, сделав им бы таким образом рекламу на англоговорящую аудиторию. А я с моей нейтральной позиции для YouTube публично строю уже вторую модель от наших киевских коллег. А моделизм же вне политики, но почему-то ни у кого это не получается. А пока сохнет смывка, я займусь подставкой для модели. Танк у меня будет в очень необычном зимнем камуфляже и будет сидеть в засаде на заснеженной территории. И чтобы рамка соответствовала настроению сюжета, я ее окрашу в светло-серый цвет. И приступаю к созданию мини-сюжета. На картонку, которая будет основой диорамы, я нанесу базовый слой текстурной пасты, образовывая слой почвы. Использование текстурной пасты заметно ускоряет процесс создания диорам, ведь ее не надо никак подготавливать или размешивать, как это бывает с гипсом или же строительным алебастром. Можно сразу наносить шпателем из баночки. Я наношу разнокалиберные камушки на основу, так рельеф будет смотреться интереснее и живее. Плюс большое наличие камней даст отсылочку к местности. Что-то горное, северное, наверное, это Карелия. И надеюсь, что тут можно уже догадаться, о какой игре идет речь. А после того, как камушки вросли в землю, почву нужно покрасить краской разных оттенков коричневого цвета. И также я окрашу камушки, и они должны смотреться не однородной массой, а быть индивидуальными. И что я и хочу добиться, работая разными оттенками серого и коричневого цветов. Танки Т-44 находились на вооружении соединений советской армии до конца 1970-х годов, после чего машины были переданы на базы хранения, а также использовались в качестве мишеней и учебных пособий на полигонах. Пожалуй, наиболее известным этапом службы 44-ки является кино. Эти машины довольно активно снимались, причем не только в роли советских танков, но и в роли немецких. И в последнем случае их гримировали, как правило, под «Тигры» или ПЗ-4, наваривая металлические листы на корпус или башню. Видимо, первым фильмом, в котором использовались Т-44, была картина «На дорогах войны» с Анатолием Кузнецовым в главной роли в 1958 году. И причем здесь 44-ки играли роль советских танков. А в 1964 году в фильме «Отец солдата» Т-44 уже были по обе стороны фронта. Они использовались и в качестве советских боевых машин, и в качестве немецких «Тигров». В 1971 году Т-44М мелькал в конце знаменитого сейчас фильма «Офицеры». Герой Георгия Юматова вступал на нем в освобожденный город. Также в роли немецких «Тигров» Т-44 снимались в киноэпопее «Освобождение», «Горячий снег» и «Действуй по обстановке» и ряде других. Переделка Т-44 в «Тигр», произведенная мастерами Мосфильма, наверное, является наиболее удачной попыткой загримировать отечественную машину под немецкую за все время отечественного кино. И, кстати, 44-ки в качестве немецких танков используются по сей день. Например, такая машина снималась в новом фильме Карена Шахназарова «Белый тигр» в 2012 году, а также в картине Сергея Бондарчука «Сталинград» в 2013. И какая же местность, пусть даже и зимняя, без растений. Я посажу мелкие кустики, за которыми будет прятаться танк Т-44. Приклею их на клей ПВА и покрашу из аэрографа в черный и темно-коричневый цвет. Зимой растения по-особенно мрачные. Зеленый тут будет неуместен, а черный в самый раз.
А вы еще не забыли, что мы тут строим модель танка Т-44? Ствол у меня напечатался и занял свое место в башне танка. И сейчас я наношу на танк основной цвет. Это будет темно-зеленый. Да, не самый стандартный оттенок для советской бронетехники, но именно такой цвет мне нужен как базовый для дальнейшего камуфляжа. И, собственно, время нанести камуфляж, и он будет из себя представлять ломаные пятна с некоторой претензией на геометричность. Так что тут мне пригодится модельный скотч. И наношу я белый цвет прямо на танк из аэрографа. И мне надо нанести третий слой камуфляжа, это будет светло-серый цвет. Он чуточку темнее белого, так что пятен совсем немного, и окрашиваю я танк в последний камуфляжный цвет. И время ручных работ. И мне надо окрасить резиновые бандажи катков и гусеницы. Бандажи будут окрашены в цвет резины черный от ICM, а гусеницы я окрашу в черный цвет от звезды. И моделисты часто спорят, нужно ли окрашивать детали до сборки или после. И тут нет однозначного ответа. Речь идет о крупных деталях, которые потом будет легко приклеить. И да, лучше детали окрашивать до основной сборки. Но речь идет о наборных траках. И красить каждый трак отдельно из аэрографа – это то еще испытание. Плюс склеить окрашенные детали сложнее, и склеить их, кстати, можно только при помощи суперклея. Но каждый выбирает, как ему удобней, и тут нет одного идеального рецепта. И также я окрашу шансовый инструмент, лопаты и кирки. И окраске подвергнется брезент на корме башни, а смотровые приборы я покрашу в зелено-голубой цвет. Сделаю танку небольшую смывочку черным цветом, чтобы выделить рельеф, хотя на пестром камуфляже это будет сделать намного сложнее. А приемом масляные точки я выровняю слои камуфляжа, а то они выглядят очень пестрыми и не показывают цельную картину. Цвета, которые я использую для этой работы, вы можете увидеть у меня на рабочем столе. Продолжим работать над диорамой. У меня будет зимний сюжет, и поэтому мне нужен снег. Рецептура довольно простая: пищевая сода, клей ПВА и немножко белого акрила, чтобы предотвратить пожелтение искусственного снега со временем. И ложечкой я вываливаю снежную массу прямо на землю, не забывая припорошить и растения.
меня же танк откуда-то приехал, а не прилетел на боевую позицию, и поэтому мне нужно изобразить следы гусениц. Я использую этот же танк, и это выглядит довольно забавно. И, кстати, за референс своего сюжета я взяла изображение на обложке журнала «Техника и вооружение». Там как раз изображена БМП на первом снеге. А также я нанесу снег на гусеницы и нижнюю часть танка. И присыплю немножко свежего снега. И делать я это буду при помощи необычного для меня метода. Вначале я нанесу клей при помощи спрея, а потом на этот клей я просто высыплю сода. И вот так у меня получится свежевыпавший снег просто и легко. Заправлю основу диорамы в рамку и ставлю танк на свое место. И вот уже виден основной сюжет. И у меня к этому времени уже напечатались бортовые экраны, и для Т-44 действительно предполагалось использовать такие элементы защиты. Фальшборта нам известны в основном по немецким машинам, типа Панцер-3 или же Панцер-4. И советские конструкторы подглядели у своих немецких коллег такое конструктивное решение, и даже есть фото с испытанием танка Т-44 с такими бортами. А борта – это полноценная часть танка, так что их тоже надо окрасить в соответствии с паттерном камуфляжа. И тут я также буду использовать темно-зеленые, белые и светло-серые цвета. Ну а после того, как я сняла маскировочный скотч, я собью пестроту красок приемом масляных точек. Таким образом я как бы нанесу фильтр, как бы вы это делали в фоторедакторе. То есть я масляными точками чуть-чуть подкорректирую общий оттенок. И напоследок я сухой кистью светло-зеленого оттенка пройдусь по танку, выделяя выступающие части боевой машины. И вот такая модель у меня получилась, и она на очень необычном постаменте. А также у нее очень необычный камуфляж, которого в жизни, конечно, не существовало, но при этом это выглядит довольно интересно. Также у нее интересные экраны, которые я распечатала на 3D принтере, и у нее также ствол тоже напечатан на 3D принтере. И эти детали вполне себе историчны, и потому что я, опираясь на литературу, выбрала вот такой облик этому танку. И, конечно, хоть он и немножко футуристичный, но при этом вполне реальный. Так что, надеюсь, вам понравился мой опыт постройки этого танка. Вы подчеркнули для себя что-нибудь новенькое и интересное. До новых встреч. Пока-пока.